Как вы видите, мы сегодня красивые. Смотрите на эту красоту. Эта красота не случайна. Мы сегодня собрались для очень важного дела. И мы будем выбирать имя для нашей маленькой дочечки. И очень надеемся, что вы нам в этом поможете. Мы еще не знаем, это дочка или мальчик, но сегодня будем выбирать имя для девочки. Да, сегодня мы будем думать, что там девочка. Мы собрали несколько имен, которые нам нравятся больше всего, и мы хотим, чтобы вы помогли нам с выбором. Проголосовали за тот вариант, который вам больше понравится. И если же ваше имя победит, мы обязательно выберем его для своей малышки. Точно? Думаю, да. Может быть, да. Нет, точно выберем это имя. Это однозначно решено. Объявляю, голосование будет проходить в комментариях. Переходи в комментарии, проголосуй за тот вариант, который ты считаешь нужным. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Чтобы не пропустить то видео, в котором мы объявим результаты. Да! Какое имя мы выберем? У тебя какие имена, которые ты хочешь предложить? Я слушаю, мы слушаем внимательно. У меня тут целый список. И Ну, вообще... Самые-самые фавориты. Давай 5 твоих фаворитов, 5 моих. Давай, 5. У меня 5 И первых. договариваемся, каждое слово, с чем-то ты ассоциируешь, объясняешь, почему это имя. Не смейся. Хорошо. Я все правильно говорю. А я еще хочу сказать, что этот выпуск именно, мне кажется, посвящен тем нашим зрителям, которые на 350% уверены, что мы носим девочку. А такие зрители есть. Мы же специально сделали выпуск, где мы выбираем имя для мальчика, и сейчас выпуск, где выбираем имя для нашей девочки. Давай, ладно, начинай. Так, первое имя — это то, которым я всегда хотела назвать свою дочечку, это Мария. Мне очень нравится это имя, оно, у меня и ассоциируется, естественно, там, с чем-то святым, с чем-то прекрасным, и вообще оно мне всегда нравилось. Маршрутка. Мария у нас есть Марийка уже. у нас есть, да, меня сестра, конечно, моя опередила. Марийка есть одна, но не знаю, может быть, все равно еще. тебе нравится. Мне все равно нравится, да. Отлично. Мне, если честно, тоже нравится Мария, потому что мы имеем такую прекрасную племяшку, как и наша маршрутка, и ассоциации просто позитивные, связанные с этим именем. Она еще и такая хорошая, Да, такая такая просто как одуванчик, такая малышка. нежная она, да, вот как ты там всегда с ней играла, на тебе там как листочек просто. Она, да, очень хорошая девочка. Все, классный вариант Мария. Теперь мой вариант. Давай. Даю. Интересно. Чтобы вы понимали, мы не обсуждали это до съемки. Он первый раз слышит мои варианты, я первый раз его. Если честно сказать, я усугубился процесс выбирания имен именно для мальчика. Этот процесс меня еще не отпустил. Поэтому у меня список пока что больше состоит из мальчиковских имен. Но там, поверьте, девчачьи имена тоже хорошие, тоже имеются. Ладно, давайте пройдемся по списку. Самое первое. Мне очень нравится имя Симона. Симона? Да. У меня Симона такая европейская, современная и в то же самое время армянка. Прости, пожалуйста. Это очень красивое имя. Ты над нашей девочкой сейчас смеется. Нет, я над Симоной смеюсь. Боже, я накрашенная, мне сейчас слезы пойдут. Почему тебе не нравится? Чего тебе не нравится? Потому что мне сразу эта песня... Может, ты такой песни даже не знаешь? Не знаю. Такая есть чудо-песня. Симона, девушка моей мечты. Я даже не знаю эту Не песню. знаю, мне нужна Сейчас салфетка. попробую просто найти и включить вам эту песню. Если найдешь, вставь туда кусочек. Симона, это просто супер песня. Симона, девушка моей мечты. Ой, простите меня,
меня, пожалуйста, нет, все имена красивые. Я просто даже не ожидала, что это может быть Симона с твоих уст, ты понимаешь? Прикольное имя. Она очень прикольная. Я сейчас тоже буду смеяться над твоими именами. Зай, ну оно классное, я не против, честно. О, боги. Просто я буду плакать. А почему, скажу Симона, задумываюсь. Мне хочется, чтобы имя соответствовало с фамилией. Вот смотрите, Сиреканян и Симона. То есть первые Классно, две буквы, согласна. это уже совпадают. Это, можно сказать, и плюс в нашу копилочку, и еще и красиво смотрится. Мне еще вот эти инициалы нравятся, которые СС, да? да, будут СС. Это тоже в моей голове как «не смейся». Я не буду, прости, пожалуйста, я не ожидала, что так у меня эмоции Давай, польются. твоя очередь. Так, а у меня на «С» ни одного имени нет. Потому что у нас другие мозги. Да, мы по-разному. Ну, мы разные люди, это нормально. Значит, следующее имя, которое я хочу озвучить, это Люси. Даже не знаю, с кем ассоциировать. У меня ни одного человека в мире знакомого нет Люси. Это из какого-то фильма или из каких-то титров я взяла. Я не сейчас пытаюсь сказать, что у тебя плохой выбор или имя это плохое. Просто имеется в виду, что армяне наши любимые Люси не говорят. Говорят Люсине. А у вас есть Люсине, Да. а я даже забыла. Поэтому у нас получается Будет девочка, Люсине, да, будет да? Люсине, а не Люси. Ну да, будем А исправлять, наши будем будут исправлять. Люся вообще называть. Да, и это точно. будет опять же барьер языковой, который Ага. будет мешать. Эта девочка наша маленькая будет постоянно говорить, я не Люсине, я Люси, а это не Ага. Люся, я Люси. И вот этот момент тоже хочу исключить Да. из ее жизни, чтобы она сказала, как ее зовут, там, И вот люди так-то. называли. И все, это понятно было. Они, по-моему, коверкали, коверкали каждый по-своему. Да, ты прав, я про это вообще не подумала. Хотя Ну, Люсине имя, мне тоже нравится. Но мне Но нравится это имя. либо Люси, либо Люсине называть. Да, я не хочу, чтобы ребенка там звали по одному, называли по второму, по третьему, по пятому. Окей, все это исключено, но если же все-таки нравится, как вариант, это оставляем. Зрители Да, пусть оставляем, это голосуют. твой вариант. У Всё, каждого мой будет 5 вариант. вариантов, у тебя второй уже. Теперь мой второй. Давай. Так, моя очередь следующая, вот это убираем, это мне уже не нравится. У меня было одно имя, которое мне когда-то, может быть, нравилось, но сейчас убрал я из списка. Это не считается, я просто скажу в списке, что было, и все. Просто об этом не говорим. Было то, что я сейчас удалил, Стелла. Все, проехали. Стелла тоже. Проехали. Я ну вообще жаль ладно. даже. Следующий вариант мой. Я тебе говорил, кстати, об этом имени. Не помню, на днях, что мне нравится. Мне нравится имя Лилу. Не Лилит, а Лилу. Прикольное имя, опять же. Вроде простое, но современное. Тут нету песен, не надо смеяться. Песен нет, слава богу, Никто не никаких. могут Нет. коверкнуть как-то. Нет. Нет? Ну, опять же, если придираться, вот так, как мы только что обсудили, Да, то идет в это твоем то же самое. народе это будет Лилит, в моем это будет Лиля, Лилька, Да. Лилия. Да, само имя мне нравится, поэтому, мы говорим те имена, которые нам нравятся, и обсуждаем с вами. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Будут ли менять имя люди других наций, или они все-таки будут называть, если Лилу, то Лилу. Если Лилу, они там в Армении скажут, о, Лилит пришла, или Лили. По-своему просто начнут звать. Ждем в комментариях ваше мнение. Давай. Ну что, я могу? Ваше третье. Мое третье. А есть у меня одно имя, которое я знаю, что ты точно не одобришь, но оно мне нравится. Его мне навеяла наша сестричка, твоя армянская Клара. Это Мишель. Что-то сказать или закончили на этом? Ну, давай, можешь не говорить. Да я могу сказать так, как есть. Имя Мишель хорошее, красивое. Все имена красивые. Просто есть имена, которые ассоциируются с какими-то людьми, правильно? Правильно.
моего деда имя Миша. И не хочется девочку назвать в честь деда, потому что Миша это Мишель. Причем Миша это его второе имя. В Армении есть какая-то Да, такая фишка. да, Ну есть. дай расскажу, это украинские, ну, зрители Не и знаю. русские точно не знают. Я это Ладно, первый раз это для вас услышала. новость, рассказывай. Допустим, их зовут, деда вообще зовут Акоп. Да, и у меня имя деда моего. Да, дед Акоп, но почему-то его все называют Миша. Я пыталась как-то задавать армянам этот вопрос, почему? Почему он Миша, если он Акоп по паспорту? Зачем дают второе Это имя? неофициальное второе имя, по которому человека все называют. Это как, грубо говоря, кличка или погоняло. Ну понятно. И так и остается. Я тоже не понимаю. Откуда оно берется? Мне так никто не смог нормально объяснить. Если честно, там были какие-то пару версий, но я их даже не помню, потому что они были незначительные. Я не понимаю, почему человека называют вторым именем. И вот это Миша, ну поэтому уже да, не хочется нам этого второго имени дедушки. Это даже не первое имя, первое Акоп. Короче, ладно, Мишель исключаем, да? Ну, вариант твой оставляем. Твой третий вариант. Но я должна была его сказать, потому что я о нем думала, мне он нравится. Окей, как вариант оставляем. Мой третий вариант. У меня осталось 3, 4, 5. 3 варианта, да? Да. Говорю как есть, так как я записывал. Третье имя Жозефина. Жозефина? Да. Слишком, да, такое Это историческое. очень где-то ты копнул в глубину какую-то. Жозефина Сериканян. Во-первых, нелегкий Да, произношение. это тяжелое имя. Я сейчас тоже об этом думаю. Жозефина будет тяжело произносить на разных языках. Опять же, языковой барьер тут идет. А дети в школе ее будут как-то Жози, Жоза, как хочешь. Это Жозефина, это никто не будет так называть. Знаешь, тут как преподнесешь, так и пойдет, во-первых. Я склоняюсь к этому. Если мы поставим, научим нашего ребенка, что вот ты Жозефина и все, она так и будет себя представлять повсюду. И как бы там не говорили другие там дети, она скажет: нет, меня зовут так-то. Но не хочется, опять же, этих уговариваний или чтобы я это слово не могу сказать. Неважно, Коверкали. Коверкали. Коверкали ее каким-то образом. Поэтому, ну, мне нравится. Жозефина мне нравится. Ну, Мой третий вариант интересно. Жозефина. Давай ты. Окей. Раз такая у нас уже пошла песня, я скажу вариант Милена. Не Милана, хотя Милана мне тоже нравится. Просто какой-то сейчас бум Милан пошел последние годы. Да, повсюду Миланы, повсюду из мальчиков марки. По статистике я смотрю, они там первое, второе место занимают в мире. Да. Миланы, просто Миланы. И хочется типа... Ну, у нас тоже есть уже одна Милана, по Да, сути. у нас милашка одна есть. Мы рады ей, мы ее любим, она тоже там своя. И вторую Милану уже не хочется. Да, и хочется. А вот Милена, это тоже, я не знаю, откуда я взяла это имя. Ну, мне как-то оно очень красиво. Милена, Сериканян, Милена. Милена Сериканян. Принимается. Четвертый вариант. Но ты не в восторге. Нет. Но если честно, я сейчас смотрю на свой список, мне тоже нету такого, чтобы я сказать мой фаворит. Я не могу сказать, ты веришь? Вот я сейчас все читаю, хотя я эти имена, чтобы вы понимали, это не сегодня, вчера, там сели и написали Нет, где-то это с мы интернета. выбирали давным-давно. Это мы еще когда, там, я не знаю, сколько лет назад там планировали ребенка, это что-то где-то увидели, записали, он себе, я себе, вот так это у нас было. А сейчас я просто его открыла и попыталась из этого всего списка выбрать 5. И я понимаю, что нету какого-то Цепляющего. цепляющего, которого я бы вот этого малышика хотела назвать именно этим именем. Вообще непонятно. Ладно, четвертый мой вариант. Давай. Мой четвертый вариант тоже на букву М будет не Милана, не Малена, а Молли. Молли. А Молли, почему Молли? Красиво тоже. Красивая. Цепляет, потому что необычная.
Была такая песня про Молли какая-то, не могу вспомнить конкретно. Есть песенка какая-то, поет какая-то Молли. Ну, прикольно тоже. Молли больше цепляет из всех этих, Молли. из этого списка, который начинается на М. Милена, Малена, Милана. Все вот это Ми Но уходит. Молли Сириконян, это так себе уже. Ну да. Мой 4-й вариант Молли. Окей. У меня очень похож на твой вариант. Мы сейчас... Причем я читаю вообще их в разброс. У меня это был 2-м вариантом. Амели. Или... Ну, Амели, да. Вот это Амели. хорошее, красивое имя, но сама это Тоже очень вообще тяжело выговариваешь. Никуда, в никуда, ну да. Амели Сириконян не звучит как имя, как само просто имя. Оно мне очень нравится и импонирует, но как-то Не подходит связать нашему. его с нами, да. Таня, Акоп и Амели. Четко попали. Да, вообще. Это просто. твой, короче, 5-й вариант, Ну, Амели. это мой 5-й, да. Раз я его уже там выбрала, то есть... Мой 5-й вариант. У меня сейчас осталось 2 варианта, но я выберу все-таки вот один из этих. Мой 5-й вариант будет Морган. Морган? Морган. Где я это слышала? Это Какое имя интересное. актера, по сути. Но это и мальчиков имя, и девочек имя. Мне вот это смущает. Есть Морган Фримен, чернокожий актер, очень крутой. В каждом фильме, Конечно, по-моему, я он знаю. есть. Знаешь? Да. Давай я тебе покажу, чтобы не было вопросов, а то ты будешь... Я, чтобы вы понимали, по именам вообще актеров практически не знаю. Я знаю своего любимого актера мужчину, любимую актрису женщину, Дженнифер Лопес, Николас Кейдж. Все, больше я никого не знаю. Он всегда, когда мы смотрим какие-то фильмы, он прикалывается, говорит, кто это, назови. Хороший актер Морган. Ну, 87 лет, прикинь. Да, хороший актер. Но он даже не узнает, что мы в честь него назовем. Не, мы в честь него не называем. Не это называем. он тут ни при чем. Просто мне имя симпатично, потому что это и мальчиковое имя, и девчачье имя. А с чего ты взял, что это девчачье тоже? Кто из женщин есть Морганы? Сейчас я тебе покажу. Морган это ну реально какой-то мальчик прям. Да? Ну как по мне, то да. Муся, ты чувствуешь, да? А тебе говорят, ты там себе Морган. танцевала? Что такое? Тьфу, Бозя. Может, Морган все-таки? Может и Морган так начала там биться и танцевать и Может, передавать мальчику это все-таки Морган будет? Может и мальчик, а может будет Морган. Боже мой, какие... Скажи, я там ламбаду просто сейчас устрою вам. Ты всем приветы передаешь, да? Тебе понравился Морган? Мне тоже. Но ты мальчик или девочка, сначала скажи. Ладно, мы не можем найти это мужское или женское имя. Короче, будет у нас и мужское, и женское. Раз ты так сказал, Мой значит, 5-й вариант Морган, в общем и целом. Так да, оставляем. так оставляем. Все варианты, все имена, которые мы сейчас назвали, будет в комментарии. Обязательно переходи, голосуй за тот вариант, который тебе нравится. И может быть, твой выбор станет тем именем, который будет у этого малыша. А я еще хочу попросить, чтобы вы вот как на мальчика писали не только из тех, которые мы назовем, а писали ваши любимые. Да, ваши еще варианты имена. тоже еще есть. Обязательно, потому что я там столько интересных имен прочитала и столько таких, которые где-то когда-то я слышала, знала, но оно не вспомнилось сейчас. И вот то имя реально из ваших комментариев пошло уже в наш новый список, и мы будем его тоже обсуждать. Ну, когда будем понимать, кто у нас. Я тебе предлагаю поиграть в игру. Давай, я это люблю. Игра будет называться «Назови мое имя». Так жарко вообще. Я хожу и думаю, может снять футболку. Да. Неожиданно просто. Такая Давай снимем погода пошла. Что снимем? футболки. Ой, футболки. Давайте снимем футболки. Особенно я. Давайте. Ладно, давай уже дойдем до той лавочки, Да, куда там мы у нас, хотели. короче, место, лавочка. Идем туда и начнем игру. Руся, какая осень у нас прекрасная, да? Да, какая осень прекрасная. Какая осень в лагерях.
Есть же такая песня? Есть. Хочешь дальше спой? Спой. Какая осень в лагерях. Кидает ли сено за предку? А я кричу, Всё. шнырям. Молодец, молодец. Так как у нас такое веселое настроение, я тебе предлагаю поиграть в следующую игру. Давай. Связанная опять же с именами. Именами девчонок, девочек для нашей, может быть, будущей девочки. Малышули. Малышули. Так. Я называю тебе букву, ты придумываешь имя на эту букву. Ты говоришь мне букву, я придумываю тебе имя на эту букву. О, ты знаешь, как я сейчас могу думать? Ладно, давай на ходу. Что лезет в голову? Давай, ты начинаешь. Букву. Букву С. Сирекан. Сметана. Ну, В. знаю. Вампир. Валерия. Буква О. Омелия. А. Автомобиль. Буква Ф. Фамилия. Я. Январь. Ры. Рыба. Буква В. Вольво. К. Калифорния. Ямайка. Я букву не назвал. Я потому что играю с тобой уже в слова. Города. Ой, боже, чуть не улетела. А тут одну сломали, по сути. Буква Н. Настасия. Настасья. Три. Т. Тамбур. И. Императрица. Ц. Цыганья. А что ты? Флорида. З. Зорро. И. Ирина. Все. На Ирине остановились. Да. А расскажи вообще, вот ты, когда представляешь, что у нас будет девочка, что ты чувствуешь, что ты думаешь? А дочки или когда будет дочка? Вот что-то такое, да, связанное Да. с дочкой? Да. Ну, очень большую ответственность. Конечно же, за мальчика тоже чувствую ответственность, но дочка это... Я честно скажу, у меня нету в голове, что я больше хочу мальчика или девочки. Или девочку. Но я очень хочу ребенка. Я очень люблю детей. И я просто понимаю, что просто исходя из, наверное, ситуации, которая случайно вокруг меня было, меня окружало, я больше играл с девочками. У нас, кроме твоего племянника Андрюшки, все остальные, считай, девочки были. Ну, Ванюшка еще был маленький. Ванюшку но я не ты видел. не застал, да, его. Да. Ну вот, у меня вот племянница Аллочка, я с ней постоянно был и играл. И поэтому, Арманчик потом родился. ну потом родился. Но я по времени говорю, больше же Аллочка была у меня в основном. И просто не знаю, как я буду любить и играть с этим чудесным ребенком и как есть этого ребенка. Ну, хочешь мое честное мнение? Так нельзя, конечно, судить, кого ты любишь больше, меньше. Но вот чисто такое субъективное со стороны, ты всегда был больше расположен к девочкам. Может быть, да, Ты если... просто их вот так, вот этих девочек, ты их съедаешь, зацеловываешь, и, может быть, все там думают, что все хотят мальчиков. Даже нам в комментариях написали, кстати, не один раз, что Акоп армянин, он по-любому хочет сына. Поверьте, мне кажется, что девочка это для тебя вообще что-то на неземном каком-то. Ну, если вот так сказать, да, я девочек больше люблю, я, наверное, их больше балую, больше с ними там раскрываюсь, а мальчикам я больше как отец, там, строго. Вот недавно видел Reels, кстати, Instagram. Заходите, подписывайтесь на наш Инстаграм, там очень классно. Видел Reels, и там говорится, когда у тебя родится сын, ты станешь отцом. А когда у тебя родится дочка, ты станешь папуликом. То есть так и есть, да. Да, ты становишься непроизвольно папуликом, который там строгий, вот брутальный, на меня смотришь такой жесткий, сейчас порву, убью, но ты идешь домой, эта девочка говорит, давай я тебя накрашу, ты не скажешь нет, она там возьмет свои карандашики и будут тебя красить. Там, играем в салон красоты, например. Да. Мальчику ты это не разрешишь, конечно же, с мальчиками там какие-то стрелялки, какие-то догонялки. Вот игра наша с твоими племянниками,
С Андрюшкой, что я играл, догонялки там не поймаешь. И с Машкой, что мы играли. Давай посидим, мультик посмотрим, пообнимаемся. Да. И ты делал то, что она хотела. Да, и поэтому с девочкой ты по-любому, по-другому раскрываешься и по-другому себя ведешь. Наверное, поэтому я больше люблю девочек, нельзя сказать, но я с ними и по-другому. Да, ты просто с ними другой вообще. Тебя как будто бы подменили. Ты становишься таким ласковым, добрым, нежным. Вот ты... Согласен. А с мальчиками опять же, наоборот, им нужно не то что грубости, а вот мужского чего-то дать. А ты не можешь им такого дать. Ты же, понимаешь, папа. А папа не может быть, там, не знаю, ласковым. Он по-другому тебя начнет воспринимать. Ой, да я думаю, ты будешь и с тем Ну, ласковый, я тебя прошу. Да. Поживем и посмотрим. Ну да, всему Своё свое время. время. А ты? Ты, наверное, больше к мальчикам. Я вообще не могу сказать. Я всю жизнь почему-то в своей голове, ну, как девочки растут, они себе там что-то представляют, фантазируют. Я всегда думала, что у меня будет первый мальчик, вторая девочка, а дальше уже как пойдет. Дальше как пойдет, уже все равно. Да, честно, я так думала. Это мои фантазии какие-то детские, юношеские, не знаю как. Я так представляла. Сейчас я не понимаю еще, кто там до конца. Я же с вами уже делилась. То мы думаем больше, что там девочка, то мы думаем, что там мальчик. У нас очень двоякие такие мнения постоянно. Но если там девочка, я не знаю, может быть, это уже такой возраст какой-то осознанный. Мне кажется, что я просто вот эти какие-то платьюшки, носочки, как Да, вижу. девочек так одевать еще можешь. Да, Такие это такая вся... совсем по-другому. Мальчиков тоже можешь. Но у мальчика вот возраст проходит там, не знаю, годик, 2, 3, 5, и все, у них идет там эта строгая линейка. А у девочек эти бантики, эти милые платьюшка, они продолжаются. А у девочек это идет на всю жизнь, по сути. Да, ты ж представь, она там сначала масечку одевать, эти бантики, эти повязочки, шлярочки, платьички. Шляпочки. Ну, шляпочка это такая, я не знаю, как сказать, такая штучка. О, спасибо, брат. О, ой, боже, мы сейчас слезем, папа тут чудит. В общем, а дальше садик, понял? Эти дальше бальные платья, эти все, оно не Мы закончится. не то говорим, есть- короче, что девочка лучше, чем мальчик. Это однозначно нет. Только Нет, у девочки, конечно, да. девочки иметь свое место быть, мальчик иметь свое место быть. И сейчас я не могу сказать, опять же, что я больше хочу мальчика или девочку. Я тоже Я не хочу могу. вот этого уже, все, вот это малыш. Но мы сейчас выбираем имя для девочки. Да. Все, А так мы ждем, кого Бог даст, того ждем. однозначно. Возвращаемся к именам. Мы хотим, чтобы вы не только голосовали за те версии, которые мы предложили, но и писали свои уникальные варианты. Пишите в комментариях любые имена, которые вам нравятся, которые вы считаете оригинальными, красивыми, которые подошли бы к нашей девочке. И пишите обязательно объяснение, почему именно это имя вы выбрали. Имя и почему. Да. Договорились. Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам очень важна ваша поддержка. Не забудьте оставить свой комментарий с именем. Кто знает, может именно вы станете крестным нашего малыша. Крестным? Ого! Да? И не забывайте, что мы вас очень-очень-очень любим. Пока. Пока. Пока, друзья.